Над интерьерами отелей работают профессионалы не только дизайна и архитектуры, но еще и оптимизации. В хороших отелях все работает как часы. Уборка должна быть эффективной и занимать минимум времени, а гостям должно быть удобно и комфортно в номерах, иначе они не вернутся. Разработка отеля занимает очень много времени и интеллектуальных сил. Мы сейчас как раз работаем над таким проектом. А в этом ролике мы разберем, что можно из отельных практик взять умного и применить в жилые интерьеры, повышая их удобство и эффективность. Очень часто в отелях используются не кровати, а подиумы, на которых размещаются матрасы. Это сделано для того, чтобы персонал, меняя новые простыни, мог подиум отодвинуть, быстро перезаправить кровать и придвинуть ее обратно вплотную к стене. Это довольно удобная схема, сильно облегчающая уборку. Еще очень часто у кровати делают не текстильное, а кожаное или МДФ изголовье из панелей. Это тоже обуславливается практичностью и легкостью в уборке. Ну и для того, чтобы у гостя не было ощущения ткани, засаленной головой предыдущего постояльца. Поэтому в отелях и используют материал, создающий большее ощущение гигиены. Если использовать текстильные панели у себя дома, тоже хорошо бы голову мыть и до беды не доводить. Но еще и сами по себе панели заменить легче, чем покупать новые изголовья кровати. Вообще все поверхности в отелях должны быть легко очищаемые. Иногда в отелях используют ковролин, например, для повышения звукоизоляции, или в очень традиционных отелях из прошлых веков. Но тогда его меняют и очень часто. Ну или должны менять, по крайней мере. В США, например, где это решение используют очень часто, в 2 из 11 гостиницах, где я была, ковролины не меняли, видимо, десятилетиями, и они были настолько вонючими и грязными, что мне казалось, что единственный островок чистоты – это кровать со свежим бельем, а все остальное снизу – лава, которую надо перепрыгивать, чтобы скорее выйти из номера и забыть его. В общем, сейчас в гостиницах все же используют чаще плитку, покрытие из натурального или искусственного камня, микробетон, кварц-виниловую плитку, а также ламинированные поверхности у мебели. В отелях вы никогда не найдете номеров, перегруженных декором. Все потому, что чем меньше декоративных элементов будет размещено на полках и столах, тем быстрее и проще будет проходить уборка. Однако очень часто в отелях встречаются открытые полки и даже шкафы. Но это все для того, чтобы, уезжая, вы ничего не забыли. Но как раз второе для дома меньше применимо, потому что практично иметь закрытое от пыли хранение. В хороших современных отелях все светильники и тумбочки, а также по возможности консоли и столы закреплены на стене, потому что такое решение облегчает уборку, так как не требуется перемещать их или чистить пространство вокруг. Ну а если тумбочка в отеле стоит, то она какая-нибудь легкая, и ее несложно отодвинуть и поставить обратно одной рукой. Также, если за такую тумбочку что-то упадет, то гость сам сможет эту вещь обнаружить и достать. Поэтому это правило, которое тоже можно смело применять в жилые интерьеры. А то когда ставят такие большие тяжелые тумбочки, за ними годами может скапливаться не весь что и даже развиться целая цивилизация. В ванных комнатах отелей уже давно используют в оформлении бесшовные материалы для стен и полов, которые уменьшают вероятность появления грибка и облегчают уборку. Можно сказать, что эта тенденция за минимизацию швов, которую мы сейчас видим в жилых интерьерах, пошла не от назойливых дизайнеров, а, как и многое другое в жилой интерьерной моде, вышла из общественных пространств, таких как отели. Они сформировали у производителей запрос, а производители потом расширили предложение на такие бесшовные решения и для частных клиентов. В хороших отелях всегда есть возможность закрыть окна и хорошенько выспаться в полной темноте. Это очень приятное ощущение, и это то решение, которое уже давно прижилось в частных домах. Впрочем, еще не все это распробовали. Еще очень важный момент – это качественные карнизы из металла, чтобы шторы можно было легко отодвинуть, чтобы они не застревали и рассерженные гости их не дергали. Поэтому никакого пластика или дерева. А еще в дорогих отелях есть электропривод для гардин или жалюзи, выключатель от которых установлен около тумбочки. Это тоже приятное роскошество. Сейчас уже все клиенты у нас просят такие электроприводы, причем для проектов из разных стран, из Европы и из Америки, поэтому можно сказать, что это общемировая тенденция. Я, кстати, нашла довольно тонкие решения и ставлю им такие в проект.
В отелях все стараются встраивать и избегать всяких пультов от кондиционеров и прочих мелочей, которые гости могут случайно положить к себе и увезти, или куда-то засунуть, или сломать. Поэтому часто можно увидеть централизованные системы управления освещением и климатом, а также встроенные в мебель розетки и USB-порты. Кровать в гостиничных номерах всегда расположена так, чтобы лежа в кровати можно было контролировать вход, но при этом чувствовать себя в безопасности и защищенности, чтобы внезапно открывающая дверь горничная не увидела сразу гостей в кровати. Мебель должна быть расставлена так, чтобы создавалось просторное и свободное пространство для передвижения и избегая ненужных препятствий, углов и выступов. Это совершенно правильная и проверенная временем логика размещения. Ее надо применять повсеместно и в жилых интерьерах тоже, даже если у вас нет горничной. В хороших отелях всегда будут разнообразные световые сценарии, такие как настольные лампы, настенные светильники, бра, торшеры, подсветка для лица в ванной. В общем, любая необходимая функция в любой зоне будет удобно подсвечена. Что интересно, так это то, что в отелях не всегда присутствует потолочное освещение. Иногда это связано с тем, что подсвечивать функциональные зоны важнее, чем все понемножку. Иногда это связано с тем, что высоты потолков может быть недостаточно для размещения такого света. А иногда наоборот, потолки могут быть слишком высокими, и это может усложнить обслуживание. Порой это связано с экономией расходов на электроэнергию. Ну или сложно поставить потолочный свет по техническим причинам. Но в общем и целом в отелях он считается скорее второстепенным, дополнительным, а не основным. Дома же все же его лучше размещать и ставить, потому что убираться или собирать какие-то вещи в поездку, особенно если климат не очень солнечный, с потолочным светом удобнее. В отелях обычно используются встроенные шкафы и встроенное хранение, чтобы на гостя ничего не упало, чтобы гость не сдвинул ничего по паркету или по плитке. Ну и для уборки, конечно, встраиваемая мебель гораздо удобнее. Небольшой столик или письменный стол со стулом обеспечивают в отелях место для работы или для беседы. Для этого совершенно не обязательно ставить большие столы. Столик может быть и маленький, для чашечки кофе или вечернего чая, а может быть для того, чтобы отметить наедине без детей какой-то мини-праздник, для того, чтобы обсудить с вашей половинкой планы на выходные или для того, чтобы поработать с ноутбуком или чтобы поставить тарелки с вкусняшками, если вы хотите посмотреть кино, лежа в спальне и одновременно поесть в кровати. Что может быть более гедонистическим и расслабляюще прекрасным, чем еда в кровати? Я такого не знаю. Очень у многих в спальню влезет такой небольшой кофейный столик и неширокое кресло, и это дополнит ваш интерьер новой функцией. В ванной комнате все хранение тоже должно быть в легком доступе. В душевой обязательно полочки или диспенсер с креплением на стену, удобные крючки, полки или вешалки для пушистых белых полотенец. На полу не коврик, который не стирается месяцами, а полотенце для ног, которое стирается вместе с другими полотенцами. А то многие в ванну покупают коврики, которые непонятно как стирать, и неизвестно, не поселился ли в них кто-то за то время, пока они там лежат. Владельцы отелей понимают, что гости после долгого пути в первую очередь хотят очиститься от пыли дорог, поэтому расслабляющей для них станет идеальная чистота всей сантехники, всех поверхностей, а значит, все должно быть из гладких, полированных и блестящих материалов, создающих ощущение искрящейся чистоты и гигиены. Но здесь важно понимать, что все эти решения не существуют сами по себе, а встраиваются в конкретный интерьер. А в каждом интерьере огромное количество уникальных переменных. И вдобавок у каждого жильца свои потребности. И заметьте, мы с вами говорили только про функциональность и стилистических решений. Мы еще даже с вами не касались. А стилистика может быть любой. А если сюда добавить еще вкусовые предпочтения, которые у всех индивидуальны, то запутаться будет очень легко. Так вот, чтобы такого не было, к вопросу ремонта следует подходить не фрагментами и отдельными советами, а комплексно, системно и вдумчиво, чтобы не мыслить отдельными решениями от общего к частному, а понимать всю картину в целом и адаптироваться в изменяющихся условиях и осознанно применять каждое решение. Для этого добро пожаловать ко мне на курсы, где мы разбираем все вопросы структурированно, системно и предметно. Все ссылки вы найдете в описании к видео. Поддержите этот ролик лайком и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!